Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео я делала переделку Дедушки Мороза и вот этой Снегурочки. Здесь мы видим форму конуса, и мне пришла идея сделать Снегурочку при помощи конуса простым способом, доступным для начинающих в ватном деле. Здесь не нужно делать ножки, это будет очень простой и легкий способ. У меня не было соответствующего личика, и я купила вот такую куколку. Сделала молд из личика. Как делаю молды и отливаю личики, оставлю ссылочки в описании. Также у меня были два видео по росписи личиков, но они были некачественно записаны, поэтому я их удалила. Сейчас мне подарили штатив с лампой, и у меня появилась возможность записать более качественное видео, что я постараюсь сделать в ближайшее время. Для конуса я возьму лист формата А4 обычной офисной бумаги. Можно использовать картон. Берите тот размер и такую плотность, какой вам надо конус. У моей Снегурочки 4 на 4 см личика, и мне вполне хватит размера листа А4 для конуса. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding
Ну вот высохла моя заготовочка, и ничего страшного, что она такая неровная, на ней будет одежда, и ничего не будет видно. Одевать начинаю с юбочки. Юбочку буду делать из такой вискозной салфеточки. У меня есть видео на канале по таким салфеткам, где я подробнее о них рассказываю. Они бывают разных цветов, качества, плотнее, тоньше, гладкие и с выраженной структурой. Вот, например, берем салфетку, примеряем к куколке, как будет юбочка служить нам. И если не хватает ширины, мы можем ее растянуть. Одни тянутся больше, другие меньше салфеточки. И вот в итоге у нас получается всего хватает, все нормально. А недавно я купила вот такие большие салфетки. Они идут как вискозная тряпка для пола. Размер такой хороший, 50 на 60 сантиметров. Большая, хорошая и достаточно плотная салфетка. Ее можно использовать даже в один слой и не утолщать ватой. Обращайте внимание в магазинах. Всегда что-то новенькое можно приобрести. Это салфетки нашего производства Беларусь. Хожу по магазинам и первым делом ищу, каких еще цветов новых завезли салфеток. А сегодня юбочку я буду делать из розовой салфеточки. Цветные, чем удобно, что потом их не нужно раскрашивать. Ну а если у кого нет цветных салфеток или нужен белый цвет, тогда можно делать из таких в рулонах. Только нужно будет склеить две салфетки вместе, так как не хватает по ширине на юбочку. Ну а если нужно потолще, тогда мы на одну сторону накладываем вату, накрываем второй стороной, пропитываем клеем и делаем юбочку. На свою салфетку я не буду укладывать вату. В 2 слоя вполне хватает толщины. Также хватает мне и по ширине юбочки. Края склеиваю клеем Момент Кристалл. Складываю сейчас вдвое и собираю на ниточку.
За концы юбочки подтягиваю, чтобы не было видно конуса, и чтобы юбочка была ровно с полом. Ничего страшного, если юбка окажется не на талии, а на бедрах. Шубка все прикроет, ничего не будет видно. Распределяю равномерно складочки. Можно создать развивающуюся на ветру юбочку, как сыграет ваша фантазия. Пока она мокрая, можно создать любую форму. Здесь сверху прикрою тонким слоем ваты. И хочу сказать пару слов про клей. Одно время у нас пропал клей в магазинах, и у меня заканчивался, и пришлось экономить путем добавления в клей клейстера, заваренного из картофельного крахмала. Вы знаете, мне так понравилось. Клей становится не таким липким, легче приглаживается. И сейчас, если есть время, и я не ленюсь, то завариваю и добавляю клей. Примерно 1 к 1. Попробуйте и вы, может кто-то пользуется клеем, кто-то клейстером отдельно. Попробуйте смешать. Мне очень понравилось. Сейчас очень тяжело найти качественную вату, а эти салфетки так выручают. Изделие получается гладким, не нужно выравнивать поверхность, и при высыхании не морщится, салфетка держит вату. Кто-то придерживается мнения, что только из ваты должно быть сделано. Я такого мнения не придерживаюсь, а наоборот, использую разные материалы, люблю экспериментировать. Так что мне не пишите в комментариях, что это не ватная игрушка. Это тема спорная. Руки я больше наращивать не буду. Здесь хватает полноты. Сейчас сделаю варежки. Вату наматываю в одном направлении, потому что если крутить в разные стороны, то ватка будет разматываться. Пальчик я делаю так. Комок ваты сухой сразу прижимаю и кручу между пальцев. Потом складываю пополам, пропитываю клеем и плотно прикручиваю. Концы при этом должны быть пушистые. И тонким слоем ваты закрепляю пальчик. Дальше делаю манжет, так как рукав будет у нас широкий и будет выглядывать ручка.
Голову посажу на зубочистку и ватой зафиксирую шею. Сейчас при помощи ваты и клея сформирую голову сзади и отправлю на просушку. Дорогие мои друзья, больше 70% меня смотрят без подписки. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые выпуски видео. А вам желаю мира, здоровья, вдохновения и встретимся с вами во второй части. Люблю вас. До встречи!